Всем привет! Сегодня я научу вас создавать вот такие прекрасные герберы. Открытые бутоны, полузакрытые. Для этого нам понадобится основной цвет фоамирана, какой вы выбираете. У меня это прекрасный шоколадный. Можно выбрать абсолютно любой. Вот у меня здесь бордовенький и еще красные герберы есть. 1-миллиметровый зефирный фоамиран. Также нам понадобится 1-миллиметровый оливковый иранский фоамиран и любой расходный зефирный фоамиран, какой вам не нужен, который вы в основном не используете. Далее нам понадобятся молды. Вот такие молды ромашки или герберы большие. У меня есть вот такие еще маленькие ромашковые, они тоже мне очень хорошо помогают. Если маленьких нет, то можно воспользоваться только этими. Далее у меня есть вот такой вот классный молд для чашелистика герберы, но без него тоже можно обойтись. Далее нам понадобится для сердцевинки герберы вот такой вот силиконовый молд и глина для него. Можно воспользоваться обыкновенным молдом вот таким для фоамирана, для серединок ромашки. Как делать серединки ромашки с помощью такого молда, у меня есть в мастер-классе ромашки, поэтому повторяться не буду, здесь дам новые знания. Так, как я сказала, для глины мы будем использовать вот такую обычную глину. Сейчас покажу ее более подробно. Она самая-самая дешевая, какую можно только найти. Детская глина для изделий. Далее нам понадобится желтая вот такая краска акриловая, кисть для краски, естественно, масляная пастель Мунгё, белая, желтая 201 номер, темно-зеленая 230, светло-зеленая 227 и 248 черная пастель. Далее лак, вы можете использовать акриловый, у меня просто лак для ногтей. Нам понадобится вот такое сито для работы с флок-пудрой. Можно использовать белую, у меня завалялась вот такая желтенькая, желто-зеленая, тоже очень хорошо смотрится. Далее нам понадобится вот такая проволока, у меня здесь на 1,2 миллиметра, очень плотная, потому что я хочу, чтобы цветочек стоял ровно, и он у меня будет очень высокий в композиции, не заваливался, поэтому использую такую плотную проволоку. Если вы такую плотную не найдете, можете использовать на 10, 0,10 миллиметров, можете использовать 0,6, но тогда сложите пополам, чтобы она была покрепче. Ножнички, большие и маленькие, клеевой пистолет, клеевой стержень, утюг и в принципе все. Поехали! Давайте поговорим о глине немного поподробнее. Вот так выглядит эта глина. Вот, Jovi Aridrey. Вот так, наверное, называется. Стоит она, вот обратите внимание, 120 рублей для детских поделок. Она самозатвердевающая, ее запекать не нужно, но нужно хранить в закрытом контейнере, иначе она засохнет. Вот таким образом. Сейчас как раз с ней будем работать. У меня будет сразу две заготовки. Итак, берем глину, две проволочки, обязательно сразу их приготовьте. Она очень жесткая, поэтому нам нужно будет сразу сделать небольшую петлю, чтобы потом можно было вот таким образом крепить. Очень жесткая проволока, поэтому я буду ножницами ее таким образом закреплять, чтобы кольцо было как можно меньше и удобнее в работе. Вот таким образом. Повторяем с второй проволокой. Итак, возьмем небольшой кусочек глины. У меня здесь, кстати, он подсыхает по краю. Если хотите получше, можете взять из дальнего угла. Но в целом нормально, работать можно. Итак, я беру небольшой шарик. Чем меньше вы его крутите, тем лучше, потому что у него все равно у глины появляются вот такие трещинки. Это не очень красиво. Итак, я возьму вот центровую. У меня вот такая большая красивая или эту заготовочку. Кладу туда глину, хорошенько нажимаю. Далее беру проволочку, аккуратно вставляю не до конца, потому что она просто пробьет глину и будет дырка. Аккуратненько складываю вот такую горку или конус, чтобы хорошо закрепить глину сразу на проволоке. Видите? Если мы не закрепим изначально, когда высохнет глина, это уже будет сделать проблематично. Поэтому сразу закрепляйте. Это у нас и заготовка, и основа для чашелистика и лепесточков. Очень удобно. Аккуратно. Теперь вынимаем. Вот что у нас получается. Далее доводим до ума. Но здесь уже ничего сложного. Просто пальчиками. Вот такая красота получилась. Пока высыхает
эта заготовка. Я сейчас же сделаю еще одну заготовку на большую, вот такую большую сердцевинку. Это у меня будет закрытый бутон. Мне просто так удобно. Если у вас нет такого молда, ничего страшного, берите обыкновенный, как я говорила, да. Работайте с фоамираном и с этим молдом. Просто у меня есть, поэтому мне удобнее. Далее я уже расскажу, как вам сделать больше заготовочку, чтобы бутон открытый был таким же большим, как и реалистичные цветочки герберы. Видите, вот появляются трещинки, это не очень хорошо. Но аккуратно сейчас разглажу максимально. Вставляю в сердцевинку сюда молд и аккуратненько ввожу нашу проволоку. Здесь из остатков кусочков собираю конус для того, чтобы проволока лучше держалась. Это не сложно, не обязательно иметь опыт работы с глиной, чтобы справиться с молдом и вот таким вот несложным закреплением. Я тоже с глиной никогда не работала, но в целом это очень просто. Вот такая красота. Сохнет примерно час 40 минут, поэтому мы сейчас отложим пока наши заготовки и будем работать с фоамираном. Напомню, сохнут они просто на открытом воздухе. Главное, чтобы их не трогать и чтобы глина не трескалась, поэтому лишний раз просто не трогайте. Я кладу, и они у меня будут в таком состоянии сохнуть. Я снова запечатала свою глину, она у меня уже много лет хранится, и я крайне мало с ней работаю, но тем не менее она меня иногда выручает. Поэтому тоже пользуйтесь, новые технологии, новые техники, я думаю, лишними ни для кого не будут. Пришло время работать с молдами, с фоамираном и губкой. Итак, мы берем ножницы, прикладываем наш молд примерно, отступаем чуть больше сантиметра и прорезаем полоску. Нам понадобится 40 таких листочков, плюс-минус. Конечно, каждый цветочек индивидуален, поэтому вы можете добавлять и убавлять листики, но в среднем я планирую вырезать сегодня 40 лепестков. Поехали! Прорезаем полосочки. Также я сейчас прорежу полосочку для второго молда. Точно так же прикладываем, отступаем плюс-минус сантиметр и прорезаем вторую полоску для работы со вторым молдом. Это самый экономный способ работы с молдами и с фоамираном. Итак, приступим. Здесь сложности никакой нет. Берем губочку, берем нужный молд, прикладываем фоамиран на губку. Далее на утюг, у меня горячий утюг 3 на троечке стоит. Раз, быстренько переворачиваем, хорошенько прожимаем. И получается вот такая красота, очень четкий, хороший молд. Точно так же прорабатываем всю полосочку. И переходим к следующему молду. Забыла сказать о том, что маленьких лепесточков вот таких нам понадобится 20 штук. У меня здесь на молде 5, ну и соответственно 4 штучки я уже отжала. Для приготовления пушистой сердцевинки нам надо будет заготовить небольшую полосочку. У меня здесь осталось, поэтому я ее использую. И здесь тоже есть небольшой кусочек. Чтобы весь фоамиран использовать, я возьму все, что есть. Ну и можно еще дополнительно отрезать небольшую полосочку шириной 3-4 сантиметра. Это очень примерно, потому что полоски бывают разные. Тем более мы будем их сейчас нагревать. Прикладываем небольшую полосочку на утюг горячий. Вот я расправила. Несколько секунд и начинаю растягивать. Вот таким образом. Видите, как она увеличилась в размере, но стала немного потоньше. Именно поэтому делайте пошире, чтобы потом можно было легко резать. Я справлюсь, но для новичка лучше взять пошире полосочку. Итак, прикладываем еще раз.
Оставляем небольшой краешек, чтобы можно было держать. Как вы почувствуете, что фоамиран весь прилип к утюгу, начинаете его растягивать. Растягивайте и замирайте в какой-то момент на несколько секунд для того, чтобы фоамиран мог остыть и принять форму. Все, это уже получается как атласная ленточка такая. Так, ну и большой точно так же кусочек я прикладываю аккуратно. Далее растягиваю. Тут вот не прогрелось. Ой, вот видите, как сложно с этим работать. Поэтому аккуратненько прикладывайте. Сейчас попробую выпрямить. Все равно здесь все порежется. То есть не нужно там идеально ровным, потому что мы все порежем. Но чтобы фоамиран не портить, я еще раз приложила к утюгу и вытянула. Точно так же работаем дальше. Видите, здесь у меня уже проработанное. Аккуратно, утюг горячий, может порваться. Прикладываем дальше полосочку и растягиваем с того момента, на котором остановились, чтобы фоамиран максимально использовать. Все, вот такие вот заготовки для бахромы, сердцевинки нам с вами понадобятся. Прикладываем и растягиваем. Один из способов, как истончить фоамиран, и он увеличивается в размерах очень сильно. Далее складываем. Сколько конкретно в сантиметрах здесь особого значения не имеет. Будете прикладывать к своему цветочку и смотреть, сколько конкретно нужно вам. Итак, ленточка получилась не идеально ровной, разной толщины, поэтому я прикладываю, аккуратно складываю, просто так удобнее потом резать. Отрезаю ровно, чтобы она вся была ровненькая. Беру большие ножницы, потому что с ними просто удобнее работать. Начинаем резать бахрому примерно по несколько миллиметров, 2-3 миллиметра. Дальше мы уже ее истончим. Но для того, чтобы фоамиран был плотненьким, не порвался, это все-таки зефирка, она очень тоненькая. Лучше пока сделать покрупнее бахрому. Это она кажется такой плотной, будет потом меньше. Несколько миллиметров хорошими ножницами плотными мы прорезаем примерно сантиметр. Дальше мы все равно будем уменьшать бахрому, но изначально она должна быть потолще, подлиннее, чтобы можно было всегда самим размер фиксировать. Так, вот такая красота получилась. Немножко раскрываем. Так. И начинаем небольшими кусочками, вот так собираем гармошкой и перетираем бахрому, чтобы она уже стала потоньше. Перетираем аккуратно, фоамиран тонкий, может слипнуться между собой. Вот видите, он слипается, поэтому его разлепляем и начинаем перетирать снова небольшими кусочками, аккуратно. Вот он опять весь слипся, поэтому смотрите, чтобы не слипался, потому что бахрома должна быть такая пушистая. Итак, берем несколько, вот такую полосочку складываем и начинаем обратно разматывать, чтобы бахрома была пушистой. Если видите, что немножко фоамиран плотненький, снова перетираем. И так до конца прорабатываем все наши заготовочки, прорезаем, складываем гармошку и перетираем. Перетираем хорошо, но аккуратно. Смотрите, чтобы фоамиран не рвался и не слипался между собой. После обработки, вот такой термообработки, как мы с вами вытягивали, он становится очень тоненьким. Видите, может даже слипнуться. Ну, аккуратно разъединяем, иначе пышности, то, к чему мы шли, не будет. Аккуратно прорабатываем всю нашу бахрому, все оставшиеся кусочки. Вот все мои полосочки. Первые полосочки, которые будут сразу после сердцевинки, я хочу окрасить черной пастелью. Набираю на пальчик черный цвет, немножечко добавляю, чтобы они были чуть-чуть потемнее. Не обязательно сильно, просто чуть-чуть буквально.
и это будет смотреться органично. Даже если выбираете другой цвет, тоже старайтесь окрашивать первые заготовочки, ну вот первую бахрому, более темный цвет, чем у нас основной. Поэтому если вы, например, делаете желтые герберы, то старайтесь больше оранжевого добавить. Если там красные, то бордовенького. Ну, у меня вот здесь темно-шоколадный, поэтому я добавляю черный. Ну и сердцевинка у меня тоже темная. На самом деле у герберов может быть сердцевинка разная. Может быть желтая, может быть красная, может быть светлая, может быть черная. Поэтому смотрите от того, ну ориентируйтесь от того сорта, который вы выбираете. Какой цвет у вас будет основным. Ну вот видите разница. Коричневый и немножко черного. Вырезаем все наши заготовки по молду. Аккуратно большие лепестки мы вырезаем все полностью по молду. Они у меня тут по 5 сантиметров практически получается. Предварительно отрезаю и дальше уже аккуратно вырезаю по молду. Вот таким образом. Будьте внимательны. Чем меньше вы вот таких вот движений будете делать, тем ровнее заготовочка у вас получится. То же самое обязательно нужно обращать вот здесь вот на закругление. Если вы будете делать закругление одним движением, то оно будет наиболее красивым. Без зазубрин, ровным и настоящим. Потому что здесь обязательно это нужно, чтобы было аккуратно. Потому что красота, она ведь в мелочах. Вот такая красивая получилась заготовочка. И еще раз попробуем. Что касаемо работы с маленькими лепесточками. На самом деле не обязательно покупать такой маленький молд. Вы можете то же самое сделать и с большими лепестками, теми, которые у нас есть уже. Просто уменьшить их размер. Я делаю их примерно 1 сантиметр, то есть они у меня будут даже меньше, чем в заготовке. Чуть-чуть буквально. Точно так же отступаю, делаю закругление по молду и уменьшаю размер лепесточка. Вот такой маленький. Плюс-минус 1 сантиметр. Таких, напоминаю, нам понадобится 20. Вот видите, разница огромная. Можете из этой заготовки вырезать такие же маленькие, разницы нет. Ну, просто у меня завалялся лишний молд, и я им воспользовалась. Все, здесь точно так же. Давайте еще раз попробуем. Это молд для ромашки маленькой. По-моему, она называется аптечная. Оп. Вот так, поэтому такой маленький молд. Плюс-минус 1 сантиметр. Они могут быть и разного размера, чуть меньше, чуть больше. Так будет выглядеть даже реалистичнее. Итак, пока у меня греется пистолет, мы займемся стволом нашего цветочка. Итак, берем любого цвета фоамиран, сейчас это не имеет значения. У меня здесь 10 на 15 сантиметров, плюс-минус. Делаем вот такой прямоугольничек. Далее берем утюг, прикладываем наш прямоугольник аккуратно. С помощью губки разглаживаем его. Вот видите, как он выглядит. Это надо делать быстро. И начинаем сворачивать заготовку. Вот так. Ой, очень горячо. Вот так сворачивать, да. Угу. Что я должна делать это очень быстро, но при этом вы должны все это видеть. Перекладываем, не волнуемся по поводу внешнего вида, ничего страшного, это видно не будет, мы просто делаем небольшой уплотнитель. Фоамиран зефирный, поэтому он хорошо плавится. Наша задача полностью раскатать его на горячем утюге и закатать вот в такую вот колбаску. Далее берем и резко начинаем растягивать. Но не переборщите, чтобы он не порвался, конечно. Аккуратно растягиваем во все стороны. Вам видно, да, как он сильно увеличился в размерах. Ну и, конечно, он примерно должен быть одного размера. Тут у меня потолще, тут потоньше, поэтому я сейчас еще подправлю. Но пока подержу, чтобы фоамиран чуть-чуть остыл и принял форму.
Все, вот такая вот полосочка у нас получилась. Очень хорошо, что он такой, видите, не заваливается, ровненький. Это за счет того, что мы довольно много взяли эфирного фоамирана. Прикладываем снова на утюг ту часть, которую хотите сделать чуть-чуть подлиннее, не такую плотную. Вот я нагрела и сейчас буду дальше вытягивать аккуратно. Вытягиваю, вытягиваю и держу, иначе он превратится в гармошку. Обязательно нужно подождать того момента, пока фоамиран полностью не остынет. Все, вот хорошо, видите, здесь вот у нас даже видна грань, каким он был, какой стал. Итак, давайте еще дальше попробуем. Вот какой плотный здесь, какой тонкий здесь. Сейчас я прокачу на утюге, хорошенько его прогрею. Здесь уже нормально, а здесь еще плотный, поэтому я грею с того момента, где хочу изменить толщину. Итак, потянули хорошенько. Аккуратно смотрите, чтобы фоамиран не порвался, но все-таки тянем до упора. Вы почувствуете материал, он очень тянучий. Нужно подождать несколько секунд, чтобы фоамиран принял форму. Вы тоже это почувствуете, когда он перестанет тянуться, значит он застыл и уже не поменяет форму. Вот, отлично. Потихонечку, здесь мне тоже не нравится толщина, поэтому я хочу максимально этот фоамиран задействовать, чтобы не отрезать лишнее, да, чтобы я потом могла его вытягивать. Можете тянуть уже и в процессе обогрева, но на это нужна сноровка, поэтому будьте максимально аккуратными. Он может порваться, поэтому как только почувствуете материал, только тогда растягивайте на утюге. Вот видите, он все еще увеличивается в длину, становится тоньше, но длиннее. Вот так вот бывает, поэтому будьте аккуратны максимально. Подожду чуть-чуть еще, зафиксирую. И у меня будет уже стержень практически для 2 цветочков, я думаю. Все, готово. Ну вот практически для 2 цветов у меня как раз хватает. После полного просыхания заготовки берем желтую краску акриловую. У меня чуть смоченная кисть. Выдавливаем краску и немножко наносим сверху. Она такая полусухая, полупрозрачная красочка. Нам главное заполнить все углубления заготовки, чтобы между зернышек, ну вот этих вот мелких кружочков, был желтый. По бокам можете чуть-чуть подкрасить, но это не обязательно. Так, немножечко. Тут мы уже все равно приклеим бахрому и видно не будет. Просыхаем в течение нескольких минут, пока краска полностью засохнет. То же самое и с заготовочкой на закрытый бутон. Ну, полузакрытый у нас получится. Все дырочки, все прокрашиваем желтым. Это обязательно. После того, как желтый цвет подсох у нас на заготовке, мы берем черную пастель и проходимся вот так по кругу. Круглыми движениями, аккуратно, не сильно нажимая, выделяем только зубчики, вот эти вот семечки, очень мелкие, которые у нас отпечатались с молда. И таким образом окрашиваем всю сердцевинку аккуратно черным цветом. Не сильно много, мало, тихонько. И пальчиком можно даже растушевать. Чуть-чуть. На закрытом полубутоне у нас практически этого видно не будет, но в любом случае, чтобы было красиво, мы будем стараться на всех. А здесь уже очень хорошо видно, поэтому здесь будьте максимально аккуратными. И вот такими круговыми движениями прорисовываем всю нашу сердцевинку.
Слишком сильно не переусердствуйте, чтобы она была все-таки не вся черная, а с желтыми промежутками. Вот такая красота получается. Берем лак. Аккуратно и осторожно. Смотрите, с помощью лака черный цвет немножко размажется, поэтому, чтобы ваша заготовка не превратилась из желто-черной в черную, наносите лак быстро, без лишних движений. Все. Вот так заблестело. Получилось как натуральное, настоящее. Ну, здесь то же самое, быстренько проходимся по всей заготовке. Превращается в желто-зелено-черную, то есть желтый темнеет, но нам этого и нужно. Начинаем прикладывать нашу бахрому. Ну, прикладывайте вот так примерно, чтобы чуть-чуть держалась она у начала, вот так, видите, чтобы было за что зацепиться, потому что все-таки бахрома-то у нас подрезана. Можете сложить втрое. Фоамиран очень тонкий, поэтому я их не склеиваю между собой, потому что с помощью горячего клея у нас фоамиран будет кукожиться, это все испортит. Аккуратно наносим клей на заготовку сюда. Лучше не на фоамиран, потому что фоамиран будет кукожиться. Еще раз повторюсь. Прикладываю. И дальше уже буду подстраиваться. Наносим клей аккуратно. Эта работа очень тонкая. Вот видите, он сразу начал кукожиться. Поэтому аккуратненько прикладываем все слои, слой за слоем. Здесь уже можно, потому что мы должны эти слои все-таки между собой зафиксировать, хотя бы в одном месте. Так. И аккуратно прорабатываем всю заготовочку. Это только первый слой, у нас их будет несколько, чтобы бахрома была пушистенькая. Здесь тоже снизу можно зафиксировать фоамиран. Наносим клей и вот так запечатываем, чтобы потом слои мы тоже могли дальше друг на друга подклеивать. Вот так. Можно остановиться на этом, но я хочу еще добавить немножко бахромы, чтобы было попышнее. Вот такая бахрома у меня получилась. Размер чуть меньше сантиметра отсюда до конца бахромы, поэтому смотрите сами, когда вам будет казаться достаточно. У меня вот примерно чуть меньше сантиметра. Так как она пышная, ее измерить невозможно. Берем ножнички, подстригаем от основания примерно 2-3 миллиметра, чтобы было. То есть мы практически все будем срезать. 3-5 миллиметров оставляем от основания. Все остальное просто срезаем. Так. Аккуратно срезаем лишнее со всех сторон, чтобы наша гербера была ровной и красивой. Подрезаем, распушаем. Обязательно нужно распушить ее, конечно, в разные стороны. Вот такая красивая натуральная заготовочка сразу получается. Видите, какая пушистая. Здесь я тоже подклеила.
ну, чтобы не болтался лишний фоамиран. И дальше нам будет удобно уже туда крепить все наши лепесточки. Настало время мелких лепестков. Наносим капельку клея к основанию. И вот таким образом их располагаем, то есть чтобы лепесточек смотрел вверх. Располагаем рандомно по разным направлениям, не рядышком, а можно по всему цветочку. Аккуратно, капельку клея и вот так по всей окружности цветочка, просто в разных направлениях, потому что если мы будем делать их рядышком, то они получатся очень одинаковые и нереалистичные, поэтому я размещаю в разных местах, и потом относительно этих лепесточков будем размещать точно так же и большие. Берем все наши лепестки, 20 штук, и размещаем по очереди по кругу, заполняя всю, ну, соответственно, поверхность. Хорошо. Пусть они смотрят в разные стороны, кто-то вверх, кто-то в сторону. Здесь уже будет зависеть от того, как вырос этот лепесточек. То есть кто-то может смотреть вниз, кто-то вверх. Вот таким образом располагаем. Здесь есть один основной секрет. Мы должны располагать их на разных уровнях. То есть здесь теперь я делаю чуть ниже. Вот так прижму. Видите, они уже на разных уровнях. И это основной секрет герберы. Все лепестки должны быть на разных уровнях, иначе они слипнутся в один большой лепесток, и это будет выглядеть нереалистично. Поехали дальше. Размещаем все эти лепесточки. Очень аккуратно. Клея берите мало. Вот видите, одни ниже, одни выше. Размещаем все по кругу. Как только вы полностью заполнили первый круг, спускаемся ниже на второй уровень и размещаем вот так лепесточек и чуть-чуть зажимаем пальцем. Видите, он отходит и смотрит уже не вверх, а вот так в бок. Именно такого эффекта мы должны с вами добиться. Попробуем еще раз, сейчас покажу. Лепесточек, наносим капельку клея. Выбираем место, куда хотели бы разместить. Вот, например, сюда. Размещаем чуть ниже основных первых и нажимаем вот таким образом пальцем. Тогда лепесточек смотрит не вверх, а в бок. Вот такая красота у нас получилась. Размещаем два рядочка. Одни выше, одни ниже. У меня как раз осталось еще 10 лепестков. Я их сейчас по кругу также размещу. Вот видите, здесь у нас размещение лепестков многоуровневое. Это и дает ту самую реалистичность. Потому что они не слепились все в один, а все смотрят в разные стороны, все размещены на разном уровне. Уже очень красиво. И теперь добавляем наши основные большие лепесточки, и будет настоящая гербера. Так, поехали. Точно так же наносим капельку клея к основанию и начинаем размещать под маленькими лепесточками в шахматном порядке, прижимая пальцем каждый лепесток, чтобы он смотрел в бок. Можно взять несколько лепесточков, буквально чуть-чуть загнув по верхней части, вот так, видите, наносим капельку клея, пусть парочка смотрит вверх, они, допустим, еще только-только проснулись и хотят
вот так же смотреть вверх бутона. Видите? Это тоже дает особую реалистичность. Вот сбоку показываю, это смотрит сюда, это чуть-чуть вверх. Можете парочку таких разместить, вот, закрученных. Просто закручиваем небольшую так полосочку, видите, закручиваем просто. Покажу поближе. Раз, трубочку. Они не должны быть сильно закрученными. И наносим капельку клея. Точно так же размещаем, ну, в любой части. Вот, например, так. Нашего цветочка. Все остальные у меня будут смотреть в бок, так как я воспользуюсь этой технологией нажатия пальчика. Попробуем. Вот, например, сюда нажимаю пальчиком, да, и автоматически наш лепесток смотрит в бок. Вот так. Размещаем все по кругу, соответственно, в разных направлениях, не рядышком, да, чтобы они не смотрелись искусственно, чтобы они были натуральными. И в шахматном порядке относительно первых нескольких рядов маленьких лепестков. Помните, да? Вот видите, здесь обязательно должно быть пространство между двух в шахматном порядке. После того, как ровно распределили по кругу все лепестки в шахматном порядке, можно переходить на второй ряд. Вот видите, я уже чуть ниже, теперь уже в шахматном порядке относительно первого ряда больших лепестков размещаю второй ряд больших лепестков тоже в шахматном порядке. Вот я разместила второй ряд в шахматном порядке относительно первого. И видите, они смотрят то вверх, то вниз. Так и должно быть. Очень красиво, когда ваша гербера вот таким образом реалистично смотрят лепестки то в одну, то в другую сторону, как в любом настоящем цветочке. Итак, третий ряд точно так же в шахматном порядке относительно второго. И заполняете все пробелы, которые у вас образовались после склейки первого-второго ряда. То есть вот так я беру. Обязательно смотрите, чтобы все лепестки у вас были на разном уровне и не слипались в одну кашу. Вот я прикладываю, видите, это уже третий ряд, и его хорошо видно. Иначе они будут все как искусственные. Вот видите, они все на разном ряду. Здесь, здесь, здесь. Это очень важно. После третьего ряда, обратите внимание, уже практически все пробелы у нас перекрыты. Четвертым рядом я предлагаю просто закрыть те пробелы, которые есть, но некоторых чуть-чуть видно. И, в общем-то, гербера уже будет практически готова, ее бутон. Поехали, четвертый ряд. Точно так же. Здесь уже шахматный порядок можно не учитывать. Главное перекрывать те места, где, допустим, нужно. Вот здесь я перекрою, здесь добавлю. То есть по кругу посмотрите сверху на свой цветочек, где это необходимо. И добавьте лепесточки там. Ну что, в общем-то, вот такая пышная, красивая гербера у нас получилась. Теперь нам нужно будет только добавить чашелистик и хорошо поработать со стеблем. Помните, мы делали вот этот вот уплотнитель для стебля, заготовочку. Наносим клей и приклеиваем к основанию. То есть этот кусочек фоамирана, эта полосочка, нам нужна для того, чтобы стебель был плотнее. У герберы очень плотный стебель. Приклеиваем. Хорошенько приклеиваем просто к проволоке. Здесь никакой аккуратности не нужно. Этого не будет видно. Я просто наношу клей
хорошенько и зажимаю фоамиран между проволоки. Очень хорошо крепится таким образом до конца. Ну, здесь уже лишнее можно будет просто отрезать. Далее, для того, чтобы перекрыть этот ствол цветочка, нам нужно взять небольшой кусочек оливкового фоамирана. Отрезаем по размеру нашего стебля, примерно вот так. И берем с запасом чуть-чуть, примерно шириной полосочка 4-5 сантиметров. Я беру, чтобы было хотя бы с запасом. Ну и, соответственно, прорезаю полоску. Далее наносим на губочку светло-зеленый цвет и темно-зеленый цвет. Вот так вот. Это у меня получается 227 и 230. Проходимся с одной стороны хорошенько по фоамирану, вот такими полосочками, то светлое, то темное, растушевывая, для того, чтобы ствол был у нас более натуральным. Проходимся полностью по всему стволу, темной и светлой стороной, добавляя пастель, если это необходимо, для того, чтобы цвет был натуральным. Хорошенько растушевываем полностью весь ствол, ну или стебель, как это лучше назвать. Весь стебель, чтобы он у нас был более натуральным, темный и светлый. Далее прикладываем наш цветочек у основания к новому стеблю, наносим клей чуть-чуть буквально и подклеиваем под чашечкой цветочка. Обязательно под, потому что сверху мы будем еще чашелистик размещать. Поэтому здесь нам нужно будет хорошо все проклеить. Наносим чуть-чуть буквально клея, перекрываем. Смотри. Здесь по кругу обязательно. Старайтесь не задевать наши лепесточки, иначе они потеряют ту форму, к которой мы так сильно стремились. Вот у меня уже чуть-чуть оторвалось. Поэтому будьте крайне аккуратны, приклеивая по кругу. До конца пока не доклеиваем. Здесь наносим клей на самый краешек, потихоньку, очень чуть-чуть. Будьте крайне осторожны, чтобы получилось ровненько. Далее по всей длине наносим чуть-чуть клея и подклеиваем по всему краю. Аккуратненько, ровненько, чтобы не было никаких загибов, чтобы весь стебель был ровненький. Максимально аккуратно. Как только подклеили сверху, видите, что у вас идет нахлест, ну то есть вот здесь, можете смело отрезать лишнее и подклеивать уже то, что осталось. Поэтому я просила с запасом сантиметров 5. Так будет просто удобнее. Здесь тоже, смотрите, под шапочкой нужно будет аккуратно подклеить так, чтобы здесь был стык и наши красивые лепесточки не меняли форму. Все, подтягиваем по всему кругу. Вот так, видите, я круговыми движениями подтянула. Сюда сейчас нанесу клей и буду подклеивать до конца, точно так же, как мы клеили здесь. Подкручиваем, подклеиваем, подкручиваем, подклеиваем. Давайте попробуем. Вот здесь я нанесла клей, дальше подкрутила
И наклеиваю. Этого видно не будет. Здесь перекроется чашелистиком. А все остальное у нас уже как бы лицевая сторона. Поэтому здесь надо быть крайне внимательным. И аккуратно подклеивать весь фоамиран. Я просто наношу на кусочек вот здесь, на чуть-чуть клея, чтобы он не выпадал. И подтягивая, подклеиваю. То же самое и здесь также. То есть держите в натяг и уже подклеивайте. Тогда ни клей не выскочит, ни полоска будет ровной, не кривой. Все вот так. Теперь все вот здесь по краю аккуратно до конца подкручиваем, подклеиваем, подкручиваем, подклеиваем. Здесь у меня, конечно, будет чашелистик, но я все равно хочу подправить до ровной полосочки. Здесь мы подкрасим, как только все проклеится. Поехали. Итак, перейдем к чашелистику. У меня есть молд. Если у вас молда нет, ничего страшного. Прочертите круг диаметром 3 сантиметра. Я отожму на молде оливковый фоамиран. После того, как вырезали круг, вы можете сложить его вот так и перетереть. Таким образом у вас появятся прожилки. У меня они есть из-за молда. Далее по кругу вырезаем вот такие вот уголочки. Это будут зазубринки у нашего чашелистика. Берем темную пастель, 230 номер, и желтую 201 номера. Точно так же покрашиваем то одним, то другим. И дальше будем тушевать с помощью губки. Далее готовим сито, флок-пудру и лак для ногтей. Наносим лак полностью по всей поверхности нашей заготовки. Если у вас лак очень быстро сохнет, то поочередно нанося лак, можете уже наносить флок-пудру. Ну, у меня в принципе нормально, поэтому я сначала всю заготовку окрашу лаком и дальше буду пользоваться ситом. Открываем флок-пудру немножечко на сито и круговыми движениями распределяем по всей поверхности нашей заготовки. Это совсем немного, поэтому небольшого пучка нам хватит. Дальше сдуваем лишнее. И вот такая вот поверхность получилась, как у настоящей герберы. После того, как мы склеили весь наш стебель, нужно немножечко подкрасить край фоамирана, который оставался неокрашенным. И тогда он более-менее сливается с нашей основной заготовкой. Можете тоже пройтись еще губочкой, если цвета недостаточно. Руками тоже перетереть, чтобы яркий зеленый и темный зеленый перемешались, и ствол получился реалистичным и натуральным. Далее вырезаем небольшое отверстие в центре. И продеваем через ствол нашей заготовочки. Аккуратно продеваем. Так. И просто подклеиваем.
Аккуратно подклеивайте так, чтобы у вас не слиплись лепестки. Это очень-очень важно. Но, тем не менее, нужно перекрыть все неровности с обратной стороны герберы. Поехали! Вот и все. Вот такая аккуратненькая гербера у нас получилась. Можно дальше строить композицию.